Всем привет! Сегодня мы с вами будем вязать сумку крючком из цветочных мотивов. Все цветки мы будем сразу соединять, поэтому будем вязать одним полотном. Эту сумку я вязала из пряжи Siam Гавайи. Здесь на 50 грамм 120 метров, стопроцентный мерсеризованный хлопок. По расходу у меня получился белый цвет, полный моток и примерно 10-15 грамм бежевого цвета, такая же пряжа. А еще я связала такую же сумку, только из рафии. Здесь есть небольшое отличие. Если у хлопковой у меня есть вот такая контрастная серединка, то у этих цветков серединку я не делала, а лепестки провязывала прямо в кольцо амигуруми. По расходу тоже получился один моток рафия от бренда Wool Sea. Теперь, что касается инструментов. Для вязания основного полотна взяла крючок 3 мм, а ручку вязала крючком 3,5 мм. Ручку мне было удобнее вязать крючком 3,5 мм, но если его нет, то можно, в принципе, и одним крючком справиться и полностью связать сумку. Также нам понадобится иголка с большим ушком, можно использовать вот такую пластиковую, можно взять металлическую, здесь на ваше усмотрение. Также нам понадобятся ножницы. Теперь по размерам готовой сумки вас сориентирую. Ширина получается примерно 10,5 сантиметров, а высота около 16 сантиметров. По ходу вязания буду все рассказывать. Можно будет и под свои параметры связать, если, допустим, нужна ширина больше. Кстати, у себя в телеграм-канале я делюсь своими текущими процессами и планами, поэтому, если интересно, то буду вас ждать. Ну что ж, на этом все. Давайте приступим к вязанию. Берем пряжу, начинаем вязать серединки цветка. Располагаем нить следующим образом, делаем кольцо амигуруми. Должно получиться перекрестие, его придерживаем, заводим крючок внутрь круга, вытягиваем рабочую нить. Перехватываем, набираем воздушную петлю. Вытягиваем конец нити из круга. Дальше провяжем 6 столбиков без накида внутрь круга. Заводим крючок в круг. Подхватываем рабочую нить. Вытягиваем. Провязываем столбик без накида. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Сильно не затягиваю. Пятый. Шестой. Вытянули нить, затягиваем круг. Серединка готова. Теперь нам нужно взять нить белого цвета или ту, которую вы будете вязать лепестки. Теперь заводим крючок за первый столбик. Заводим крючок за обе стенки. Вот таким образом. Теперь вытягиваем нить белого цвета. И протягиваем эту белую нить через петлю на крючке. Набираем 3 воздушные петли подъема. Приступаем к вязанию лепестков. Первая, вторая, третья. Нить от серединки можно обрезать. Обрезаем, оставляя небольшой конец, чтобы после этого все нитки спрятать и закрепить. Дальше будем вязать лепестки. У нас будет пышный столбик
Для этого набираем накид, заводим крючок за ближайший столбик. У нас отсюда выходят воздушные петли за обе стенки. Вытягиваем рабочую нить, и нам ее нужно еще больше вытянуть так, чтобы эта нить была равна длине воздушных петель. То есть вытягиваю. После этого опять набираю накид. Он тоже должен быть по длине вот этих воздушных петель. Это уже второй накид. Дальше заводим крючок опять сюда же, за этот же столбик. Вытягиваем рабочую нить и подтягиваем вверх. Опять накид, третий. И в третий раз заводим сюда крючок. Вытягиваем рабочую нить. На крючке должно быть 3 накида и 3 вытянутых петли, также воздушная петля. Нам нужно захватить рабочую нить и вытянуть ее через все петли на крючке. Дальше 3 воздушные петли набираем. Первая, вторая, третья. Заводим крючок сюда же. Делаем соединительный столбик. Нам нужно эту нить протянуть через петлю на крючке. Находим следующий столбик. Заводим сюда крючок. Делаем соединительный столбик. И повторяем все то же самое. Еще раз покажу. 3 воздушные петли. 1 накид. Заводим сюда крючок. Вытягиваем нить. Второй накид. Вытягиваем нить. Третий накид. Вытягиваем нить. После этого захватываем рабочую нить и проходимся через все петли. 3 воздушные петли. Сюда же заводим крючок. Делаем соединительный столбик. Второй лепесток готов. Следующая петля, то есть следующий столбик бежевый. Делаем соединительный столбик. Набираем 3 воздушные петли. Накид. Вытянули петлю. Накид. Вытянули. Накид. Вытянули петлю. Провязываем их все вместе. 3 воздушные петли. Соединительный столбик. Еще один соединительный столбик. Следим, чтобы не потерять столбики бежевые. Сейчас вы немного потренируетесь, и у вас это будет получаться уже на автомате. Второй накид, третий накид, все вместе, 3 воздушные петли. И последний лепесток. Первый накид, второй, третий. Три воздушные петли. Соединительный столбик.
Обрезаем, оставляя небольшой конец и вытягиваем. Кончики нити будем прятать сразу. Для этого берем 2 белые нитки и завязываем их на узел. 2 бежевые тоже завязываем на узел. Берем иголку и проводим иголку через лепестки, то есть по белой части. Белую нить по белой части проводим. И вторую тоже. После этого белые нити можно обрезать. Дальше бежевые нити. Их прячем в бежевом цвете. То есть захватывая вот эти столбики. Дальше продолжаем вязать цветки. Серединки у всех цветков будут одинаковые, но количество лепестков мы сейчас будем вязать разное, так как все цветки будем соединять в единое полотно. Но центр всегда вяжется одинаково, поэтому вяжу 6 столбиков без накида внутрь круга, все так же, как мы с вами вязали. Дальше я буду показывать, как эти цветки присоединяются друг к другу. Сейчас мне нужно по той же схеме, как мы вязали ранее, 5 полных лепестков. 5 лепестков готово. Приступаем к шестому. Он вяжется поначалу точно так же, но там нам нужно будет присоединить другой цветок. Делаю соединительный столбик, набираю 3 воздушные петли. Теперь прохожусь через все петли, вытягиваем нить, берем другой цветок, вытащили крючок из цветка, заводим за любой из лепестков крючок, за верхнюю точку, здесь у нас есть петля, заводим крючок за обе стенки, дальше берем недовязанный цветок, надеваем петлю, после чего подхватываем рабочую нить и проходимся через основной цветок и дополнительный. Подхватываем основной цветок и дополнительный. Дальше 3 воздушные петли. Третья. Делаю соединительный столбик в основание. Присоединили. Обрезаю нить, прячу все кончики на изнаночной стороне. Прячем сразу все нитки, чтобы они нам не мешали. У следующего цветка также провязываем 5 лепестков, а за 6 будем прикреплять. Вытягиваем. Дальше берем наши цветки и мы присоединяем по вот этой линии. Один лепесток, следующий прикрепили и за следующий тоже будем прикреплять. Разворачиваем, заводим крючок сверху. Здесь у нас есть петля за обе стенки. Дальше берем основной цветок, набрасываем рабочую нить и проходимся через основной цветок и дополнительные. Дальше 3 воздушные петли. Соединительный столбик. Опять обрезаем, все нитки прячем.
Если бежевые нитки не получается прятать в бежевых элементах, можно спрятать их также в белых, если это не совсем видно. Готово 3 цветочка, и этого количества мне будет достаточно для телефона. То есть я примеряю, смотрю. Если я сделаю еще 3, то по окружности мне этого будет достаточно. Обязательно, чтобы конечное количество цветочков было четным. Сейчас у меня расстояние примерно 10,5 сантиметров, но она еще тянется. Я хочу, чтобы сумка хорошо прилегала к телефону, поэтому так будет в самый раз. Дальше присоединять цветки мы будем не только за крайний лепесток, но и за нижний. Мы сначала прикрепим там, где желтый маркер, после чего там, где металлический и где красный. Для следующего цветка провязала 3 лепестка. Остальные 3 будем присоединять. Приступаем к 4-му лепестку. Вытягиваем. Будем прикреплять там, где желтый маркер. Его убираем. Заводим крючок. Все повторяем. Протягиваем нить. Три воздушные петли. Соединительный столбик. Там, откуда у нас выходит лепесток. Дальше продолжаем вязать лепестки. Соединительный столбик. 3 воздушные петли. Я советую также расставить маркеры, чтобы вы четко видели, куда нужно заводить крючок, тем более поначалу. Вытянули. Дальше там, где у нас металлический маркер. Вот так у нас уже 2 лепестка соединились. 3 воздушные петли. Соединительный столбик. Следующий лепесток начинаем вязать. Вытягиваем. И теперь там, где красный маркер. Подхватываем. Протягиваем. Здесь 3 лепестка соединились. Соединительный столбик в конце. Все, 6 лепестков готово. Мы обрезаем нить и прячем все кончики. У нас уже вторая сторона таким образом образуется. У следующего лепестка сейчас также 3 лепестка только вяжем. Провязала 3 лепестка. Дальше будем присоединять к последнему нашему цветку за 1 лепесток так, чтобы сверху у него оставалось 2 свободных лепестка. После чего к следующему цветку, он у нас сейчас повернут изнаночной стороной, к 2 его лепесткам тоже будем прикреплять. Приступаем к вязанию 4-го лепестка. Там, где желтый маркер сначала.
3 воздушные петли, соединительный столбик. Следующий лепесток начинаем. Заводим крючок на лицевой стороне. Вот так мы будем присоединять. Заводим крючок на лицевой. Последний лепесток. Снимаем маркер, на лицевой стороне заводим крючок. Проходимся через все петли. 3 воздушные петли. У следующего цветка провязала только 2 лепестка, ведь мы будем соединять в 4 точках. Первая точка, дальше вторая точка, третья и 4. У нас таким образом уже соединится сумка. Останутся только верхние лепестки у всех цветков. Приступаю к 3-му лепестку. Первый ряд вяжется немного сложновато, но дальше будет проще, логика уже будет понятнее. Первая точка — это желтый маркер. Здесь вяжу по нашей схеме. Следующий лепесток. Металлический маркер снимаем. 6-й цветок, получается, у нас замыкает нашу сумку. Следующий лепесток. Красный маркер. Последний лепесток. Получается, мы соединили здесь 3 лепестка и сомкнули таким образом сумку. Дальше будем вязать второй ряд. Приступаем ко второму ряду. Второй и последующие ряды будут вязаться одинаково. Первый цветок мы вяжем с 4 лепестками. Дальше будем прикреплять за 2 лепестка от предыдущих цветков. За 1 лепесток от одного цветка и за другой лепесток от второго цветка. Провязала 4 лепестка, приступаю к 5-му, его не довязываю. Вытягиваем. Теперь берем сумку, находим первый цветок и захватываем крайний лепесток. Обязательно нужно будет захватить лепесток от одного цветка и от второго.
Довязываю лепесток. Приступаю к следующему. Следующий цветок находим, ближайший лепесток. Довязываем. Получается, наш цветок располагается между двумя цветами. Следующий цветок вяжем с 3 лепестками. Второй и до предпоследнего будет провязываться с 3 лепестками, а остальные 3 будут соединяться к полотну. Для второго цветка провязала 3 лепестка. Прикреплять будем так. За центральный лепесток от второго ряда, от первого ряда за второй цветок, за дальний лепесток и за ближайший лепесток от третьего цветка. Начинаем вязать 4-й лепесток. Сначала там, где желтый маркер. Пятый лепесток. Можно так же, как и я, расставлять маркеры, чтобы точно видеть, куда заводить крючок и в какой периодичности. Теперь там, где металлический маркер. И 6-й лепесток. И теперь там, где красный маркер, тоже прикрепляем. Следующие 3 лепестка прикрепляем по той же логике. Сначала прикрепляем к цветку от текущего ряда, дальше за дальний лепесток от нижнего цветка, после чего за ближний лепесток от следующего цветка. После чего опять за текущий цветок и за 2 лепестка от предыдущего ряда. Так нужно сделать, пока у нас не будет 5 цветков по этому ряду. Готово 5 цветков второго ряда. Последний 6-й цветок будет присоединяться в 4 точках. За последний провязанный цветок, за 2 нижних поставила маркеры и за первый цветок второго ряда. Поэтому я для последнего цветка провязала 2 лепестка. Приступаю к третьему. За 1 цветок прикрепляем. К 4-му лепестку приступаем.
И за первый цветок тоже прикрепляем. Смотрим, вот у нас линия. 2 лепестка должно остаться нетронутыми. Все последующие ряды нужно будет провязывать точно так же. Дальше в следующем ряду, в третьем, нужно будет прикрепить цветок первый за 2 лепестка от соседних цветков, после чего все так же по схеме, как вязали второй ряд. В третьем ряду будет вот такое небольшое смещение, не пугайтесь, обращаем внимание только на эти 2 цветка и как мы их прикрепляем. Небольшое смещение может быть. В следующем ряду будет обратно, как во втором было. Дальше следующий цветок буду прикреплять за первый цветок третьего ряда и за 2 цветка от второго ряда. За 1 лепесток, за второй лепесток. Все получится по той же схеме. Провязала, у меня получилось 5 рядов. 1, 2, 3, 4, 5. По высоте получается 16 сантиметров. Вы можете провязать необходимое количество рядов, можно увеличить, можно уменьшить под ваш телефон. Примеряйте и смотрите, сколько вам нужно. Я на таком количестве сейчас остановлюсь. Дальше мы провяжем ручку. Дальше для вязания ручки возьму крючок 3,5 мм. Берем нить, оставляем конец подлиннее, чтобы потом воспользоваться им при пришивании. Располагаем нить следующим образом. Заводим крючок под нить и проворачиваем. Придерживая, набираем 2 воздушные петли. Первая, вторая. Находим первую воздушную петлю и провязываем столбик без накида. Дальше вязание нужно развернуть боковой частью к нам. Заводим крючок за нить, которая снизу. Вот таким образом вытягиваем из этой нити рабочую нить, чтобы на крючке у нас получилось 2 петли. Провязываем их вместе. Дальше опять разворачиваем вязание к нам боковой частью. Находим сбоку 2 нити. Заводим за них крючок. Вытягиваем из них рабочую нить. На крючке 2 петли, и мы их провязываем. Опять разворачиваем боковой частью к нам. Находим с краю 2 петли. Заводим крючок и вытягиваем из них рабочую нить. Провязываем вместе. Таким образом провязываем всю ручку. Разворачиваем к нам боковой частью. Находим 2 нити сбоку. Заводим за них крючок. Вытягиваем рабочую нить. Провязываем вместе. Развернули. Завели крючок за 2 нити. Вытянули рабочую нить. Провязали 2 петли вместе. Развернули. Завели крючок за 2 нити. Вытянули. И вместе. Теперь вяжем на необходимую длину. Провязала. По длине ручка получилась 90 сантиметров. Дальше нам остается обрезать, оставляя небольшой конец. Вытягиваем. С одной стороны я уже пришила. Теперь смотрю, чтобы нигде не было перекрутов. Заводим нашу ручку между цветков.
3 цветка, и с другой стороны тоже 3. Стараюсь делать одинаковые петли. Начинаю пришивать. Сначала протыкаю середину ручки, после чего соединяю боковые части. Оставляю небольшую здесь петлю, завожу иголку и вывожу на другой стороне. После чего делаю узел. Вывожу иголку, протягиваю ее между двух сторон ручки. Внутри также можно сделать дополнительный узел. И опять внутрь ручки. И вот такая сумка у нас получается. Я еще ее отпарила. Если ролик вам понравился, то не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии и до скорых встреч!